Доброе утро, ребята. Ух, вот это видочек за окном сегодня у нас. Такое вот небо. Офигеть. Вот. Я не знаю, передает камера, не передает. Но вижу на экранчике, что очень плохо передает вообще всю вот эту вот все вот эти вот оттенки. Смотрите, синий, красный, белый такой вообще светлый, светло-голубой. Просто капец, ребята. Ну вот еще там розоватый, голубой. Целый спектр просто. Вот, кстати, время 9 утра. По-моему, 8 или 9 утра. Что-то я сейчас посмотрел, уже забыл. Такая вот у меня тут лавочка есть. Вон палаточка. Фу. Когда просыпаешься с таким видом, тебе и не холодно на самом деле. Когда просыпаешься с таким видом, ребята, заряжаешься совсем по-другому с утра. Вот такие дюны тут песочные, блин. Там, кстати, Балтийск город, я немножко отошел оттуда. Вон кто-то идет уже. Местные собачек выгуливают. А я тут сплю. Ночка была сегодня довольно прохладной. Ночка была прохладной, но спальник реально тащит. Реально тащит, то есть я вот, ну не знаю, вот ночь сплю спокойно, то есть под утро начинаю зябнуть немножко уже. Хотя сейчас вот уже температура намного выше стала, чем ночью. То есть, ну вот я даже сейчас в толстовке стою, ну как бы зябко, но не сказать, что прям сильно холодно. Вот, но сегодня, пожалуй, самая холодная ночка была за все время. Вот, и тем не менее спальник реально тащит, то есть спальник реально теплый, то есть мне вот как минимум практически всю ночь было комфортно спать. Вот, и, блин, я просто рад, что у меня такой спальник есть. Такая вот, короче, красота. Синюшная, там красная рассасывается уже. И там просто светлым светло вот так вот. Офигеть. Weather systems, Baltic Sea, distant foghorns and sun, milky tea, amber scattered on the shores, washed up from ancient. Блин, честно говоря, не хочется вообще с побережья уезжать. Вот. Ну, надо встретить Ваню завтра уже. Вот. А так, может быть, мы с ним погуляем, и я, может быть, обратно сюда вернусь. Я вот смотрю погоду, и в Калининграде, короче, холоднее. То есть в восточной части Калининграда, области, холоднее, чем вот, допустим, здесь вот у моря. То есть море, оно все-таки Балтийское, хоть и холодное, тем не менее оно греет, как бы. Вот. И тут намного теплее, чем, допустим, в том же городе. То есть такая вот тема. Так что на востоке, мне кажется, мы еще померзнем, так сказать. Ну все, посидели и хватит. Теперь пробежечка. Утренняя пробежечка, ребята. Блин, нет ничего лучше, чем рано с утра побегать по пляжу. Офигенно.
Quiet trams and bakery smells and market stalls, houseboats in their dark canals. The earth pulls softly my skin. Притом мне сказать, что в Москве или в Подмосковье я часто бегать выхожу. Вот, обычно либо негде, либо много людей, неохота лишний раз с кем-то сталкиваться. Вот здесь, конечно, сама природа благоволит для того, чтобы бегать, вообще заниматься, выходить по утрам, делать гимнастику. Фух. Вот так вот здесь все просто усеяно вот этими вот цветами. Не знаю, просто так кайфую, ребята. Очень красиво. Вот здесь все в такой желтой листве. Все усеяно вот такими вот желтыми цветочками, листиками там всякими, в общем. Очень красиво. Вот. Иду в сторону Балтийска. Вот, ребята. Надо подзарядить гаджеты где-то сейчас. Что-то позавтракать, наверное. Вот, судя по всему, это такая отдаленная набережная. Сам город дальше там. А это, как получается, конец уже. То есть там дальше пригород уже идет, где я ночевал. Есть такое здесь что-то меланхоличное. Такой, короче, старый, уже раздолбанный такой переход. Веет здесь такой определенной тоской, конечно. Такой вот Балтийск, ребята. Иду сейчас вот в сторону, так сказать, порта. Здесь тоже такие вот домики, очень аутентичные, впрочем, как и везде в Калининграде. Это вроде бы все такое обшарпанное, вот, однако выглядит все это как бы очень круто. Очень лампово. Подъезд такой.
такой, короче, здесь отстойник. Стоят контейнеры. Вокзал. Вот. Я думаю, что, в принципе, при желании можно отсюда уехать. Вот. Но я не вижу, кстати, локомотива. Но я думаю, ходит с какой-то такой вот очень редкой периодичностью. Что-то наверняка ходит. Вот. Надо выжидать. Такая погодка сегодня, в общем, нелетная. Вчера солнце было везде. Такой видочек. Сегодня пасмурно. Такие вон там домики стоят балдежные. По идее, тут где-то можно сплавиться на пароме. Он идет, насколько я знаю, до косы. До другой косы, так сказать, противоположной. Вот. Но я сегодня делать этого не буду, потому что завтра мне уже надо быть в Калининграде, встретить Ваню. Вот. И у меня просто боюсь, что я не успею. И из-за этого я даже поеду на электричке в город. Вот. Но может оно и к лучшему, потому что погода сегодня что-то вообще не летная. Да и мне как бы себя в порядок уже надо привести. Я уже много дней я брожу вот так вот. Уже надо помыться, душ горячий принять хотя бы. Вот. И, соответственно, гаджеты нормально подзарядить. Суденышко какое-то поплыло, нифига себе. Наверное, это, кстати, и есть переправа. Паром тот самый. Блин, я, если честно, думал, тут будет порт какой-то большой, все-таки Балтийск. Наверное, это дальше, там все закрыто, наверное, заборами, как обычно. Во второй раз я, так сказать, немного разочаровываюсь портами. В Мурманске, я думал, тоже порт будет больше. Вот. Там, не знаю, пройду сейчас, сначала туда схожу, потом обратно вернусь. Возможно, я рано разочаровался еще. Вот пока что во Владивостоке меня больше всего впечатлил порт. Вот. Ну, скорее всего, там где-то, наверное, он. В общем, я посмотрел, да, это действительно тот самый паром. Коса дальше вот так вот идет и до самой Польши, можно сказать. Вот, блин, очень жалко, что не получается у меня переправиться. Вон, кстати, такие вот сооружения тут всякие разные, причем старые, военные стоят еще. Чувствуется, что такого очень много еще после военного осталось. Вон там, кстати, судно какое-то здоровое на горизонте. В общем, жалко, что не получается переправиться. Очень бы хотелось там побродить, там тоже какое-то прикольное место. Вон видно, там усадьбы какие-то стоят офигенные. Вот там круто, наверное, тоже. Вот. Но с другой стороны, сегодня погодка что-то такая себе, вот как я уже сказал. В общем, пока я шел по этой набережной, на горизонте появилось такое вот огромное судно. Вот, причем оно военизированное, видимо, я точно не вижу. И оно, кстати, вроде бы сюда идет. Вот, и, судя по всему, порт действительно в той части находится. Вот, наверное, все-таки следовало туда сначала сходить, а я, короче, сюда пошел. Вот, тут памятник императрицы, насколько я знаю. Вот, она на коне. Могу ошибаться. Вот. Но меня судно интересует, друзья, судно. Я надеюсь все-таки, что у меня получится когда-нибудь совершить корабельное путешествие. Вот, желательно такого, знаете, на шхуне какой-нибудь, с каким-нибудь бывалым таким капитаном, короче. Я готов стать юнгой, может быть, такие есть люди, кто ходит. Вот. Позовите меня к себе, я буду полы драить. Буду послушным работником. Только возьмите меня к себе на яхту или куда-нибудь. Мечтаю, ребята, мечтаю в море вырваться. Мечтаю уже давно.
Дальше по хронологии мы встречаемся с Ваней. Я приезжаю в Калининград, то есть возвращаюсь обратно, чтобы встретить его. После этого мы едем в город Черняховск, чтобы попробовать там погонять на товарниках. К сожалению, такой контент я вам на этом канале показать не могу, поэтому рекомендую вам подписаться на мой основной канал. Собственно, там уже вышло видео, где мы с ним встретились и как мы с ним покатали на товарниках. Там вышел часовой фильм, я всем рекомендую его посмотреть. Те кадры, что вы сейчас видите, это, собственно, и есть продолжение. Поэтому переходите по ссылке в описании или по подсказке, чтобы посмотреть следующее видео. Вот, еще раз повторюсь, на этом канале я вам его показать не могу, потому что Роскомпозор блокирует видосы с поездами, и для этого у меня есть отдельный канал. Поэтому подписывайтесь, либо переходите по ссылке, кому как удобнее, и, собственно, смотрите этот гигантский часовой фильм. Там целое приключение. Не забудьте этому видео поставить лайк, подписаться на этот канал, подписаться на основной канал и обязательно пишите что-то в комментариях, потому что это помогает продвижению роликов.